Здравствуйте, дорогие! Сегодняшний подкаст будет посвящен такой теме, как учителя и учителя, которые встречаются нам по жизни в виде людей, и то, что мы можем испытывать, чему мы можем учиться у других людей. И это очень интересно, потому что другие люди приходят в нашу жизнь и так или иначе обогащают ее новым опытом. Так или иначе обогащают нашу жизнь расширением, новыми навыками, то, чему мы можем научиться с помощью их в нашей жизни и благодаря им в нашей жизни. Так принято считать и разделять, что есть учителя, которые к нам приходят для того, чтобы мы учились через любовь, через радость, и мы этому учимся, осознаем мы этого или нет, но мы обретаем этот навык. И также можно сказать про тех людей, которые приходят в нашу жизнь, и мы получаем что-то через боль, через страдания, через проживание негативных эмоций. И И это очень интересно. Почему? Потому что когда мы с другим человеком, например, обретаем навык искренней чистой любви или обретаем навык и учимся открывать сердце, хотя до этого, например, никому не открывали, может произойти так, что человек исчезнет из нашей жизни. И мы можем испытывать абсолютно разные эмоции, проживать боль внутреннюю. И именно это блокирует нашу способность, которую мы приобрели. Именно это блокирует то, что мы получили в данных отношениях. И так или иначе, с разными людьми мы получаем разное расширение, разные навыки, разные способности, которые ведут нас к целостности. И как будто бы бывает так, что мы чему-то учимся, и когда человек уходит из нашей жизни по разным причинам, мы думаем, что это тоже ушло вместе с ним. Но на самом деле так нас заставляет думать боль. И именно из-за боли мы не можем пользоваться тем, что приобрели. Например, мы научились открывать свое сердце. И когда мы чувствуем боль, мы делаем выбор закрыть свое сердце, больше никогда его не открывать, нам страшно и так далее. Или мы научились любить. Или у меня был такой очень яркий, четкий опыт в жизни, когда я научилась радоваться жизни просто так. Не потому, что в жизни происходит что-то, не потому, что я достигаю каких-то определенных результатов, а просто потому, что я живу, просто потому, что я жива. Это радость и счастье от ничего, да, то есть это очень приятное ощущение. И я думала, что я это утратила, когда человек, который меня этому научил, ушел из моей жизни. И очень долго я сама себе блокировала этот навык, эту способность. Я не могла, как будто бы думая, что не умею, да, вот через эти страдания, через эту боль, этими слоями я закрыла то, что я уже умею, то, что я уже прожила, то, что осталось со мной, то, что осталось моим. Вот что важно. Человек пришел, научил, дал мне это, я это взяла, применила в своей собственной жизни, научилась. Потом человека не стало в моей жизни, и боль, страдания, обида, все это перекрыло, и я так не могла делать очень долгое время. Мне необходимо было, да, вот что-то достигать, что-то получать, только тогда испытывать такие искренние, чистые эмоции. Но радоваться жизни просто потому, что я есть, просто потому, что я жива, я не могла. Но когда
я начала исцелять эту боль, и я вспомнила, что это осталось со мной, и, и у меня появилась огромная благодарность этому человеку. И знаете, что самое интересное? Это никто никогда больше не сможет у вас отнять. То есть то, чему вы научились рядом с другим, и неважно, как в дальнейшем складывались отношения с этим другим человеком, это то, то волшебство, та целостность, тот дар, который вы приобретаете на всю жизнь. И если у вас есть в ту сторону только благодарность за то, что это было в вас открыто, это было вам показано, что вы так умеете, вы автоматически проявляете это и пропускаете это через себя, когда исцеляете боль, когда отпускаете боль, когда прощаете человека. Это можно назвать как угодно, да. Я назову это в общем, когда рана исцеляется, да, то, чему мы научились, остается с нами навсегда, и это никто не сможет отнять никогда, потому что вы знаете вкус этого. Но именно то, что мы сами тащим вот эту боль, не дает нам возможности и способность пользоваться вот этими благами, вот этими дарами. Не стоит забывать о том, что мы живем на планете Земля, где все дуально, да, все имеет две стороны, абсолютно все имеет две стороны. Всегда у всего есть своя цена и обратная сторона медали, как у хорошего, так и у плохого. А вопрос в том, что мы вот иногда видим только одну сторону, не обращая внимания на другую. И этот момент, он очень важный, да, когда мы можем зависать в обидах, претензиях или в ограничивающих самих же себя убеждениях и сценариях, когда мы принимаем такие решения, что вот я больше никогда не буду этого делать, потому что мне сделали больно, да, вот когда, например, открывала сердце или еще что-то вот подобное этому. И здесь очень важно понимать, что это ваше, это ваш дар. То, чему вы обучаетесь, это то, что вы берете для себя и чем сможете делиться в дальнейшем с теми людьми, с которыми вам захочется этим поделиться, с теми людьми, с которыми вы захотите и посчитаете нужным поделиться, понимаете? То есть тут уже идет, конечно же, ваша ответственность за то, кого вы выберете, да, с кем вы будете этим делиться. Но уж точно из-за боли, страха и страданий не стоит отказываться от великого дара, который вы имеете, который вы приобрели. Потому что очень много можно говорить о том, что вот я люблю, да, но не всегда это так, или я умею и живу через открытое сердце, но это не всегда так. То есть, конечно, наш ум очень хитер и изворотлив и может нас обманывать. Но так ли это на самом деле, можно лишь увидеть по своей собственной жизни. И через энергию, да, если смотреть энергетику человека, насколько он сам себя обманывает и врет. Поэтому здесь данное послание, данный подкаст о том, что берегите свою целостность, берегите тот опыт, благодарите тех учителей, которые были в вашей жизни. И легко, конечно, брать опыт, когда это идет через любовь, через теплый контакт, и мы можем чему-то научиться, да, через такое нежное прикосновение, назовем это так, с другим человеком. Но когда мы приобретаем какой-то навык через боль и страдания, но это помогло нам открыть такие места в нашей душе, в нашем сердце, о которых мы сами не подозревали,
то хорошо бы разглядеть, пусть не сразу, но со временем благодарность для того, чтобы чувствовать эту целостность внутри и пользоваться теми дарами, которые в вас заложены, и делиться ими с теми, кого вы считаете достойными. Если будут вопросы, пишите, я на них с удовольствием отвечу. Благодарю.